Вот так вот теперь выглядит моя сцепка, мой дом. Добавился сзади маленький черненький пылесос. Почему пылесос, сейчас все расскажу. Но давайте все по порядку. Расскажу, покажу. Я прям нормально так засиделся в Техасе. Прям пару месяцев застрял, можно сказать, здесь. А все потому, что мне не хватало последнего звена в моей цепи. Это машины. Потому что без машины в Америке невозможно быть по-настоящему свободным. Многие мне говорили, почему ты не купишь какой-то мотоцикл, мопед, подобные вещи, даже электросамокаты предлагали. Но, ребят, Америка, тут расстояние сумасшедшее. Но сейчас вроде все готово, я нашел, купил вот эту машину. И это был еще тот квест, потому что на самом деле очень сложно подобрать машину, которую именно можно делать флэт-товинг за домом на колесах. Сейчас я все вкратце по-быстрому постараюсь рассказать, покажу, как я ее цепляю к RV. И по сути я выезжаю в свое такое первое путешествие по Америке большое уже с машиной. Я не знаю, как она поведет себя на дороге, как изменится управление, дом на колесах, какие меня ждут сюрпризы. В общем, будет видно все. Но первым делом мне нужно ее прицепить к автобусу, чем я сейчас и займусь. Есть несколько способов таскать машину за моторхомом. И самый популярный способ это флэт-товинг. Флэт-товинг это когда ты тащишь машину на 4 колесах. Это тот способ, к которому я сейчас пришел, потому что предыдущие способы это таскать на прицепе для передних колес или на прицепе для всех 4 колес, либо трейлер. К трейлеру я еще не дожил, это как бы на будущее. Если вдруг я долго буду на этом жить, то можно уже покупать большой трейлер, загонять туда любую машину, делать как дополнительное помещение. От прицепа я отказался по той причине, что это железка, которую нужно дополнительно с собой таскать, она занимает место постоянно, она как бы, ее нужно обслуживать, там должны быть тормоза. Как бы я так подумал, что оно того не стоит, ее покупать, хотя я долго думал, потому что мой предыдущий Jeep Cherokee, он был переднеприводный, его можно таскать только когда есть прицеп для передних колес. Вот, поэтому я искал себе машину, которую можно таскать на всех 4 колесах. И это не простая задача на самом деле, потому что люди спрашивают, думают, что можно любую машину таскать на 4 колесах, но нет. Во-первых, в Америке большинство машин на коробке автомат. Коробка автомат, она не отключает трансмиссию полностью. Если ты ее будешь тащить на 4 колесах, у тебя просто сдохнет коробка. Вот, поэтому там очень ограниченное количество, которых можно таскать за собой. Это там самые популярные, это Jeep Wrangler, это Honda CR-V до 2014 года старенькие. Даже не все машины на ручной коробке передач. Вот такое крепление я купил бэушное на маркетплейсе у одного дедушки, баксов за 300. Оно достаточно хорошее, оно на 10 тысяч паундов, это примерно сколько, 5 тонн. 5 тонн, как в принципе и вся эта система может тащить за собой. Это достаточно много. Достаточно хорошее оно тем, что оно двигается вот так. И не нужно четко машиной подъезжать. То есть можно примерно подъехать и потом выдвинуть вот эту штуку. И она защелкивается, когда ты начинаешь ехать. Она защелкнулась, и она получается такая жесткая сцепка. Также я сюда поставил понижающий такой хич, потому что высота должна не превышать 7 сантиметров от крепления машины. Так как машина у меня не какой-то джип большой, а низенькая, поэтому нужно чуть-чуть было опустить. Вот, по сути, крюки безопасности и проводка. Было бы прикольно еще научиться подъезжать правильно. В принципе, идеально.
Что касается самой машины, почему я купил эту? Больше месяца я искал машину. Изначально я думал сам делать это крепление, потому что на самом деле вот здесь вставлена к раме такая базовая пластина, которая называется, так и называется базовая пластина. Для того, чтобы ее установить, нужно снять бампер, прикрутить эту железную такую штуку к раме. Здесь выходят вот такие две железки, в которые вставляются вот эти железки. И все, они защелкнулись. И вторую вставляем. Когда я хотел купить Wrangler, там попроще, там не нужно бампер снимать, там в принципе доступно прикрутить эту базовую пластину самому, но если покупать, например, какую-то вот подобную машину, то здесь уже как бы и работы больше, то есть снимать бампер, все это делать, плюс проводка. Вот здесь у нас есть проводка, которая, соответственно, передает сигнал на стоп и повороты. Вот, поэтому долго я с этим морочился, потом в итоге начал искать машину уже готовую, с креплением. В ней как есть как минусы, так и плюсы, потому что минусы, соответственно, ее уже таскали. Возможно, ну, как бы это влияет немножко на ходовую, да. Вот. Но, с другой стороны, это уже не нужно тратить свое время, устанавливать вот эти вот все крепления. То есть я просто ее купил, забрал, сразу же подцепил и поехал. Вот. Это, по сути, сейчас будет мое первое дальнее такое путешествие, потому что первый раз я проехал всего лишь час. Сейчас я буду ехать дня 3. Поэтому цепляем. Кстати, этот тоф-бар от Blox можно отправить производителю, и они всего лишь за $100 переберут его, смажут и заменят все изношенные части. Очень хороший вариант, но это займет примерно месяц времени. Один есть. А чуть-чуть не достает, что ли? Вот буквально миллиметрик не хватает, чтобы натянуть. Поэтому придется подъехать. Этому мне стоит еще научиться, чтобы правильно подъезжать. Но по сути здесь все это цепляется за 5 минут, поэтому научусь. Так, и второй есть. Защелкнули. После этого мы цепляем крюки безопасности. Это тоже есть на базовой пластине. Цепляем их накрест. И цепляем проводок, который отвечает за проводку. Ну и все, готовенько. Когда я сейчас поеду, вот эти штуки натянутся, вот эти штуки защелкнутся, и это получится жесткая сцепка. Вот. Все, погнали. На автомате очень ограниченное количество машин, которые можно за собой таскать, поэтому начал искать на механике. На механике в Америке вообще почти нереально что-то найти нормальное, но вот мне попалась машина уже с готовым креплением. Пришлось пару раз заглохнуть, но потом я вспомнил, что нужно использовать левую ногу, правую руку, и в принципе как-то я вспомнил, как это делается. Вот такие скатерти у нее тут лежат. Ну, то есть машинка достаточно ухоженная, с какими-то чехлами. Я на самом деле в ней еще даже порядка не наводил. То есть вот как есть, я еще даже ничего не сделал здесь, потому что не было времени.
По факту я считаю, что машинка чистенькая. Если она не будет сыпаться, я доволен. 2 недели я стоял здесь, я стоял на крайнем месте. Поэтому вот это, по сути, мой был задний дворик. Это самое классное место мне попалось в этом парке, поэтому я бы здесь, на самом деле, еще, наверное, провел какое-то время, но нужно двигаться дальше. Такой образ жизни заставляет постоянно куда-то ехать, видеть что-то новое и не зацикливаться на одном месте. Хотя место просто шикарное, просто шикарное. Я здесь пережил самую суровую зиму 2025 года с морозами, ветрами с этого озера. И на данный момент здесь сейчас плюс 25. Замечательное лето. Нужно регистратор переместить. Я не купил второй регистратор. Все равно я сейчас езжу только на одной штуке, поэтому я думаю, нету проблемы иногда перенести и прицепить его на том, чем собираешься ехать. Вот, но я хочу в Арвишку установить много камер со всех сторон с функцией записи, поэтому такой будет план на будущее. Последняя проверка машинки перед запуском, потому что опыта у меня не так много. Нужно все подергать, проверить, чтобы потом не бояться. Еще очень большое преимущество этой машины в том, что здесь не нужно никаких делать дополнительных действий. Просто мы снимаем с ручника и проверяем, чтобы была нейтралка. В принципе, все. Кстати, здесь уже сняли блокировку руля, потому что когда в машинах руль блокируется, нужно включать зажигание, да, чтобы он не блокировался. Таким образом, в дороге разряжается аккумулятор, и нужно ставить дополнительное зарядное устройство, чтобы во время езды аккумулятор не разряжался. Здесь просто сняли эту блокировку, поэтому простейшая, максимально простейшая машина. На таких вот бумажных номерах надо приклеить, чтобы не болтались. Немножко есть, конечно, такая напряженка поначалу, пока привыкнешь, что у тебя там сзади болтается машина. Напряженка от того, что я переживаю насчет креплений, чтобы там все четко было. Когда оно уже установится, там, что я уже проеду, наверное, вот, через 3 дня я уже пойму, как это все устроено, и я буду более расслабленный ехать. На самом деле, через час я уже буду расслабленно ехать. Так как мне нужна была машина на какое-то время, пока я катаюсь на моторхоме. Основной параметр — это чтобы я мог ее буксировать. Второй параметр — это довести мою задницу с пункта А в пункт Б. В принципе, это основная задача, которая сейчас должна решаться в этой машине. Третий параметр — это ее вес. По весу там немножко все сложно. Насчет тормозов.
Во всех штатах разные правила. Где-то требуются дополнительные тормоза в машины, чтобы были от 1500 паундов, где-то от 3-4 тысяч паундов. В общем, эта машина 3000 паундов, это 1,5 тонны. И в большинстве штатов тормоза не нужны. Но в будущее я буду планировать, поставлю туда тормозную систему, потому что в штате Юта, в штате Калифорния они нужны будут. Это один из плюсов, потому что любая другая машина уже нужна тормозная установка. И тормозная установка, когда даже покупаешь готовую машину, они не все уже с тормозами продаются. Тоже самая такая бэушная на маркете стоит порядка $500. Там тоже несколько систем есть. Есть системы, которые внутрь устанавливаются, есть системы, которые просто устанавливаются между сидушкой и педалью тормозной и просто нажимают педаль. И вот я думаю, что я вот такую куплю за $500, поставлю туда. Но на данный момент по закону как бы мне тормоза не нужны. Она там как пушинка болтается себе. Так как я изначально искал другие варианты, я искал машину для души. Это какой-то двухдверный Jeep Wrangler яркий или Suzuki какой-то старенький. Это старенькие такие машины, но они яркие, классные, без электроники, ну такое. Вот, но я не смог за адекватные деньги найти машину, которая бы мне подошла, потому что эти машины в цене и как бы, вот, например, до 2006 года Jeep Wrangler в хорошем состоянии будет стоить 12-13 тысяч долларов. Бывали варианты за 8-10, и я искал за 8-10, потому что 12-13 мне за старую машину достаточно что-то жалко было платить. Так как я просто не нашел нормальные варианты, когда появлялись на маркете, их сразу выкупали, их сразу забирали там на следующий день. Было очень сложно что-то поймать за месяц, поэтому я уже плюнул на все и просто начал искать машину с креплениями, которая уже готовая. Вот, и купил эту машину за $6000. $6000 дорого или дешево, это такое, средненькое. В общем, из-за того, что она с креплениями, сразу плюс 2 штуки баксов к цене. Потому что крепления стоят 2 штуки. И у меня был вариант как бы найти машину какую-то адекватную, покупать крепления, а их нужно заказывать. Все это устанавливать, тратить свое время. Вот, и я остановился на втором варианте, что я буду искать машину с креплениями, поэтому... Так и случилось, долго искал, но там на самом деле тоже не все так просто, потому что все машины дурацкие, их очень мало с креплениями продается, а есть хорошие варианты, они продаются сразу же, тоже там, за несколько дней. Это, кстати, мне кажется, даже можно делать как бизнес, устанавливая крепления и перепродавая машины уже готовые. Вот. Но я нашел неподалеку дедушку, который продал вот этого Форда. Цена такого Форда примерно сейчас на маркете от 4 до 6 тысяч долларов, поэтому я считаю, что я его купил где-то за 4,5 тысячи долларов, потому что 1500 я накидываю на то, что он уже готовый. Нормально. Если он сыпаться не будет, то я, в принципе, доволен. Посмотрим, что с ним будет. Сейчас я на нем уже погонял немножко здесь по городу пару недель, поэтому... В принципе, я доволен, достаточно шустрый, ездит на парах бензина, мне кажется, супер экономный, хотя это тот параметр, который я не учитывал при выборе, потому что, когда я искал Jeep Wrangler, то понятное дело, что там расход топлива сумасшедший. Это не тот параметр, от которого я отталкивался. Сейчас мне нужно проехать 1200 миль, не знаю, сколько это в километрах, умножайте на 1,6. мили. В общем, это 22 часа дороги. Что-то такое. Тоже со скоростью, я не знаю, 70 миль в час. Снова надо переводить в километры. В общем, что я вам скажу? Для меня это 3 дня дороги. И может быть 4, а может быть и неделю. Потому что я никуда не спешу. Я выехал с парка. У меня нету никакого следующего забронированного парка.
Поэтому я буду просто ехать в своем комфортном режиме, останавливаться на работу. По пути особо смотреть нечего, потому что это достаточно скучные штаты, там Луизиана, болото. В общем, просто проехать несколько дней. Штат болота, штат аллигаторов, штат джаза и вот таких пеликанов. Кстати, у них как флаг Украины, синий. Вместо желтого у них золотой, кстати. Тут вот такие самолеты летают. А там я. Вот, кстати, почему я называю его пылесосом. Потому что он собирает сзади всю пыль. И что касается дорогих машин, которые таскают за собой, то, ну не знаю, как по мне, это не круто, потому что в них постоянно летят камни. В них постоянно летят камни. Вот здесь капот на самом деле крашеный, я это знаю. Потому что ставят такие еще барьеры. Но, естественно, я не буду делать все это на дешевую тачку. То есть это просто машина, которая вот типа не жалко, чтобы она сзади болталась. Вроде все в порядке. Погнал дальше. I was in love and I finally could say it to the girl who walked through walls. And at the moment you said you were too, I heard wedding bells call. And we don't have to hold back. Darling, I just love that. And in case you're still wondering, you are still the top. Я какую-то очень классную локацию нашел для парковочки на ночь. Болото Луизианы. Трава зеленая, болото есть. Класс, кайф. Пойду аллигаторов искать. Потому что вот что происходит.
Какие-то куски грязи летят по дороге, все летит. Но по сути не важно, потому что вот где я. С моей стороны было очень наивно полагать, что я проскочу всю дорогу без остановок. Подобные путешествия умеют, конечно, удивлять, но это уже совсем другая история.